Что означали татуировки скифов? Многие народы практиковали татуировки как в древние, так и во вполне современные времена. Среди европейских народов особенно выделялись татуированными телами кельты, скандинавы и скифы. О последних и пойдет речь. Скифский стиль татуировок крайне узнаваем. Его филигранные, невероятно динамичные элементы не похожи ни на кельтские, ни на скандинавские, ни вообще на какие-то еще. Покрывать свое тело рисунками скифы предпочитали чаще в Азии, чем в Европе, однако это было приметой народа в любом случае. Письменности в те времена в кочующих племенах не было, зато хорошо было развито искусство, скифы ковали, вырезали, чеканили из драгоценных металлов изображения животных, которые служили своего рода оберегами. Украшали вещи, одежду, оружие и растительным орнаментом и узорами. Крайне гармоничный и узнаваемый стиль из переплетенных растений и животных стал их фирменным знаком и называется скифо-сибирским стилем. Посмотрим, какие основные мотивы татуировок были у скифов и что они означали. В целом, рисунок на теле давал информацию о статусе человека в племени. Вождь он, простой воин или ремесленник, о статусе его племени и принадлежит ли он к царским скифам, азиатским ли племенам, а также о важных мотивах в жизни человека и его ожиданиях от будущего. Образцы истинных кожных рисунков скифов были найдены во время раскопок группы пазырыкских курганов на Горном Алтае. Именно оттуда археологи извлекли на свет забальзамированное тело скифского вождя, сплошь покрытое замысловатыми сюжетами. Как отмечает Раевский, изображения покрывали грудь, спину, обе руки и обе голени. Проанализировав находку, ученые пришли к выводу, что татуировка была выполнена путем накалывания. Для татуировок скифы использовали все тот же, известный во всем мире по золотым украшениям, звериный стиль. Тела изображавшихся животных древний художник делил на две части. Задняя, абсолютно простая, выполнялась схематично. Передняя же была богато украшена замысловатым орнаментом и представляла зверя как мифологическое существо огромных размеров и такой же силы. Особое место в искусстве татуировки и вообще в культуре скифов являются сцены терзания хищником жертвы. Скорее всего, так не только приглашали удачу в делах у того, кто носил такие знаки, но и ассоциировали себя именно с хищными зверями – львами, грифонами, волками и орлами. Олень с подогнутыми ногами в рисунках древних скифов встречался очень часто. Это тотемное животное считалось проводником в загробный мир. Кроме того, они были символами власти вообще, своего рода знаком причастности к влиятельному племени. Баран был символом царской власти, украшения с бараньими рогами или целыми фигурками очень часто встречаются на самых дорогих доспехах вождей скифов и родственных им народов. Горные козлы, скорее всего, считались символом благополучия и сытой жизни. Барсы и львы традиционно олицетворение ярости, воинской силы и энергии. Особое, но неясно точно значение имеют фантастические животные, чаще всего крылатые хищники. Волки, львы и грифоны. Комбинированные черты животных максимально распространены на Алтае, как и чистота скифских курганов. Местные скифы даже своих лошадей украшали крыльями и масками с рогами. И, скорее всего, грифон имел какое-то важнейшее значение для жизни после смерти у скифов. По преданию, скифы убивали каждого, кто проникнет или попытается попасть в их тайный город, где находятся усыпальницы их царей, и охраняют его именно грифоны. Вот только неясно, настоящие это звери или люди в таких одеждах и на крылатых конях. Дарию, царю Персии, который вторгся к скифам и требовал от них войны или покорности, они посоветовали найти этот город, чтобы вступить с ними в бой. А пока можешь идти по степям вслед за нами, пока твое войско не умрет от голода и наших стрел. Более редкими были изображения птиц и рыб, растительные орнаменты. Про ним можно предположить, что это были племенные знаки, тотемы разных скифских групп. Так как в дальнейшем близко контактировавшие со скифским миром мадьяры и булгары имели подобные племенные символы.
Необычно, что символами кровожадных мадьярских кочевников были мирный лебедь, растение лебеда и дикий гусь. Римский ученый Помпоний Мела в своей описательной биографии указывал, что племена скифов-агафирцев разрисовывали свои тела, но рисунки были у всех одинаковые. А греческий врач Секст Эмпирик упоминал, что скифы и сарматы даже младенцам наносили татуировки, как оберег. Узорами украшенные кисти рук и ноги ниже колена, шеи, тату нанесены даже на ягодицы мужчин, но на лицах тату отсутствуют. Особый стиль скифских татуировок был на Алтае, где наиболее яркими мотивами были грифон и рогатые животные с перекрученным туловищем. Если грифон имеет довольно ясное значение, то вот что значило перекрученное туловище, остается пока загадкой. Пишите, понравились ли вам скифские татуировки, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.